Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Всем большое спасибо за то, что дождались. Ну что поделать, жара, июль, техника барахлит. Собственно, дай бог и слава богу, что, ну, в общем-то, не накрывается все медным тазом. Но это как бы немножко позже в нашем эфире. Прямо сейчас мы начинаем. Степан Демура на связи. Степан Евгеньевич, здравствуйте. Добрый вечер. Всем большое спасибо, что принимаете участие в наших опросах, в комментариях, в общении, в обсуждении всего происходящего. Для этого есть несколько путей, несколько форматов. Все как всегда. QR-код, который возле меня, это возможность, ну, вот это, аты-баты, шли донаты. В общем, написать на экране, чего хотите, да, то есть это вот сюда по QR-коду, который рядом со мной. Если хотите вопрос оставить заблаговременно, есть два способа. Это закрытый клуб телеграм-канала «Шелест». Там зрители тоже оставляют вопросы, и сообщество YouTube, то есть это тут же вы переходите и заранее оставляете свой вопрос. С чатом трансляции общаемся, несомненно, ну там же сами понимаете, да, когда много сообщений, мало сообщений, времени иногда не хватает, это на самую загрузку, поэтому, в общем, сразу по эфиру, по чату не пишите, общайтесь, комментируйте, конечно же, и голосуйте в вопросе, он сегодня вот такой. Состоится ли встреча лидеров Путин, Трамп, Зеленский? Варианты ответов. Да, но уже без Зеленского. Да, на подписании капитуляции. Нет, без толку. И еще один вариант. Да, перед прекращением огня. Степан Геннадьевич, что думаете? Ну, я думаю, второй вариант. На подписании капитуляции. Да, да, да. Но будет встреча с Зеленским, или там кто там его будет представлять, замещать, я не знаю. Выполнять его функции. Ну, в общем, к чему этот вопрос, давайте я поведаю. Сегодня у Зеленского выезд. В Киеве второй день, второй раз уже подряд за несколько часов тревога. Тревожно. В Киеве на севере областей баллистику ждут. Понятное дело, что наносятся удары. Про удары тоже поговорим, в том числе по ТЦК. Но Зеленского, как всегда, нет. Он, знаете, на каком мероприятии? Супер важном. Дания вступает, так сказать, в права рулящие, Мгм. разводящие в Совете Европы, и этому посвятили целую встречу, целое какое-то там международное торжество. Ну, посвятить-то посвятили, хорошо, бог бы с ним, но Зеленский там, представляете, и говорит, что без американского оружия мы никуда не поедем, не обойдемся. В общем, говорит, что только Трамп, Путин и Зеленский на встрече лидеров что-то может прояснить. Вот это все говорит в Европе Зеленский, а тем временем час говорит Путин и Трамп. Интереснейшая какая-то комбинация ввиду того, что, как свидетельствуют и уже пытаются отмазываться американцы, в общем, это временно, это не то, о чем вы подумали. Это мне напоминает, знаете, вот эти американские фильмы такие скабрезные, там такие несмешные комедии, когда там заходит девушка в спальню, а там ее парень лежит с какой-то другой, и он говорит, это не то, что ты подумала. То есть, ну, вот такая история. По поводу прекращения поставок вооружений. Давайте начнем с разговора Трампа и Путина. Слушайте, в украинских аналитических кругах уже прям рвут и мечут, смеются по поводу обмена фильмами о традиционных ценностях, говорят, что там Иран, Иран, причем здесь Иран. В общем, говорят, что вообще и разговор короткий, и это все вообще ни о чем, просто для проформы. Но сам факт этого разговора именно сейчас, на второй день после воя об отмене поставок оружия, ну, нас наталкивают на очень нехорошие мысли. Как вы проанализируете вот этот разговор как раз-таки в разгар таких бурных летних событий? Я, честно говоря, знаю только о том, что он начался, да, о чем мне там говорили, могут вешать лапшу на уши представители обеих сторон, как говорится. По поводу отмены поставок, ну, это не совсем отмена поставок, это задержка поставок, потому что происходит ревизия. Более того, представитель Пентагона сказал, что у нас идет ревизия и произошел пересмотр списка стран по приоритетам. Ну, Украина попала в список не самых приоритетных стран, скажем так. Ну, приоритетные страны, это, разумеется, сейчас Израиль у американцев. Что касается той поставки, которую якобы тормознули Джешуа, ну, посмотрите на ассортимент. Ну, это, наверное, может быть, максимум, ну, на день ведения боя. Ну, за исключением
ракет воздух-земля. А в остальном, ну там какие-то смешные количества. Но эти количества смешны, потому что американцев просто нет больше патриотов в достаточном количестве, например, как и СААДы и всего остального. Поэтому это не совсем прекращение поставок, это временная какая-то мера, наверное, это такой алаверды от Трампа за то, что, скажем так, Путин поспособствовал спасению большого прекрасного Биля и спасению Израиля, ну не Путин, а выступил посредником, скажем так. Сделочка там была по поводу этой бомбежки смешной. Не, ну я просто не могу не перестать ржать, потому что самая там у них мощная такая важная объект – это Исфахан. Но поскольку Исфахан еще глубже, чем Фордо, американцы полностью уничтожили его 34 томагавками. Ну да, не Ну бронебойными, ладно. не глубинными, а томагавками, да. Ну, потому что даже аналитики DARPA там они сказали, что, ребята, забудьте про Исфахан. Ну, вы его просто не добьете. Форду то же самое. Но 34 крылатые ракеты уничтожили самый важный, на самом деле, объект из этих трех. Ну, ладно. Да. И все довольны, что Израиль смог выжить. Натаньяху смог покричать, что ядерная программа уничтожена. Трамп тоже смог покричать, что ядерная программа уничтожена. Полностью подписать айпак под его большой прекрасный Биль, который вот сегодня уже прошел голосование, и он сейчас голосуется уже в Нижней Палате. То есть, там, по-моему, 219, что-то такое, против 213, его поставили на голосование, он голосуется. Поэтому Трамп сейчас, да, делает все возможное. Сегодня там написал, что вот айпак – это сила, типа никаких ракетных вооружений у Ирана и тому подобное. Ну, короче, спасли им задницу договорничком таким легким с Ираном и США. Посмотрим, что будет петь Трамп на следующей неделе. Как раз на следующей неделе должен сам Натаньяху к нему в гости приехать. Хозяин приезжает с инспекцией, как говорят. А о чем они говорили с Путиным, ну, черт его знает. Ну, Я думаю, давайте, что смотрите, давайте тогда не будем гадать, давайте попробуем проанализировать то, что известно, то, что о чем сказано. Но да, вот опять-таки, не американской стороной, американская сторона, наверное, сейчас выйдет, у них обычно в это время примерно выход вот этой, ну или мадам. из Госдепа мадам, или мадам Левит, Да. пресс-секретарь Белого дома, тем более, что известно, значит, главная тема, конечно, ну вот как подает Кремль, да, то есть сначала там говорили там Ближний Восток, да нет, Украина. Значит, Трамп снова призывает остановить боевые действия как можно скорее. Путин говорит, ну, конечно, мы продолжаем поиск путей Да. политико-дипломатическим образом. Вот, путь переговоров Москва не закрывает, цели СВО не отменяются. Ну, то есть мы добиваемся своих целей. Разговор прошел откровенно и по делу, говорит Ушаков, помощник президента Путина. Договорились, если что, то любой из президентов может инициировать новый контакт, то есть договорились встречаться, ну, имеется в виду Дозвониться, да. созваниваться и так далее. Откровенно, говорит, и по делу разговор пошел, и принципиально, что, ну, в общем, тема вооружений не обсуждалась по версии Ушакова, но в конце Путин поздравил Трампа с Днем независимости и напомнил, что Россия сыграла важную роль в рождении США. Ну, так оно и было, да. Ну, то есть, понимаете? Бриты бы их, без русского флота, бриты бы их, может быть, бы и одолели. Ну, Было такое дело, да. то есть вот такой момент. Ну, слушайте, вот Ну и, конечно, Кремль, я думаю, еще один штришок, это то, над чем мы ерничали. На самом деле это факт. Ушаков это как бы объявил, что договорились обменяться фильмами о традиционных ценностях. Ну, Путину пришлет фильм «Лысая гора», да? горбатая, лысая это в Киеве лысая гора, там ведьмы. А горбатая гора это, да. Горбатая. Горбатую могилу исправить из этой серии. О, Да. слушайте, можно спокойно, мы тут с вами обсуждали до эфира за кулисами, пока включились, ваша излюбленная, так сказать, формулировка в отношении нехороших людей и Они не нетрадиционных. хорошие, они другие, они Их альтернативные. можно называть горбатыми.
Ну, понимаете, это, на мой взгляд, будет оскорбление людям ну, с дефектом позвоночника горбатым, действительно. Зачем лишний раз обижать людей? Ну, в общем, вот такой Вообще разговор. их можно, на русском их спокойно можно называть прямым переводом окурки. Вернемся к Путину и Трампу. Ну, еще раз, понимаете, сегодня об одном поговорили, завтра там Трамп, я не знаю, послушает Келлога с утра или сегодня вечером, опять чуть вякнет, напишет. Ну, еще раз, я вот его воспринимаю, как, знаете, вот, ну, чисто поржать. Потому что абсолютно примитивный умственно недоразвитый товарищ. Еще раз, просто обратите внимание, как он пишет, как он говорит, какой у него бедный словарный запас. Абсолютно нищий словарный запас. И обратите внимание, что его где-то хватает на, может быть, на пару предложений, чтобы держать нить повествования. А после этого моментально сносит на какой он великий, сделаем Америку великий, вот эти вот лозунги, ну и, разумеется, его собственное величие. Но я Поэтому, здесь вклинюсь, простите, пожалуйста. Зеленский точно такой же. Это вот я хочу подчеркнуть. вполне возможно, я, честно говоря, Но речь я идет забыл, кто это. о разговорном, ну вот вообще, потому что за Зеленского пишут, это видно, а Трамп Не, ну пишет потом он сам. на мова-то не родная, это все наносное, да, а у Трампа-то английский родной, извините, это разные вещи. Да, продолжайте, Это пожалуйста. немножко здесь вот надо все-таки отдавать дань комическому таланту Зеленского, его артистическому дару, я бы сказал. Поэтому, ну, я не знаю, ну, это опять, вот, на мой взгляд, это анализировать с пустого в порожнее переливать, потому что понятно, что, в общем, да, Украина все, практически сейчас, ну, началась уже тотальная бомбежка. Ну, грубо говоря, авиация и все рода войск выполняют свои боевые задачи, которые должны были выполнять с первого дня. Наконец-то началось. Ну, и такая фишечка, да, стали бить по ТЦК. Причем, я думаю, кремлевские сейчас будут смотреть на реакцию украинской публики, ну, например, в соцсетях. И вполне возможно, что будут обнулять ТЦК как раз вот на юго-востоке Украины, на севере. А А почему потом, так? а Ну, чтобы брали больше этих самых с Запада, чтобы западанцы больше брали. А то они там больно кудряво живут, судя по всему. Хотя деревни вроде тоже выбили все там почастую на Западе. Но там есть города большие, где можно набрать полно ребят. ну и плюс расчет Посмотрим, посмотрим. я хочу просто смотреть, это на самом деле очень серьезный поворот. Мы в начале недели обсуждали, я в прямом эфире, ну тогда это казалось, ну подумаешь, там, ну прилетел рядом во двор этого ТЦК, там чего-то, Хм. машину Это уже пока... третий или четвертый, по-моему, ТЦК. Вот. А на самом деле третий и четвертый. Просто этот удар было не скрыть. Все немножко в Полтаве в шоке, потому что три герани, как меня Там все в одно и то же место, да. мне поправляют все, что не шахеды, а герани. Да? Вот. Ну хорошо, герани. Три герани. Мгм. А, Кучно за- легли, кстати, прям вот идеально. то есть это целенаправленный удар. Мы это понимаем. Но стратегия его вот здесь вот прям очень интересна. Вы говорите, по юго-востоку будут бить, то есть там срывать, а на западе, соответственно, будут больше Я думаю, грести. будут пока, пусть ребят, пусть забирают западенцев. А то Курчава жил. Украинцы типа не воюют, а недоукраинцы, они воюют за них. Ну, нехорошо. Это, Ну, я думаю, что будет так. И судя по реакции в соцсетях, я думаю, что кремлевские так, они воодушевлены, и это будет продолжено. Потом еще за ментовки возьмутся, я думаю, за полицаев. И бьют днем, когда там все на рабочих местах, кто не ловит. Поэтому скоро полицаям будет быть не очень, скажем так, безопасно. И ТЦКшникам. Плюс уничтожаются архивы, плюс все на свете уничтожается практически. Хотя это все, конечно, в единой, как нам говорят и вам говорят. У нас то же самое. В единой базе данных, ну, да. ну, это очень все условно. Мы понимаем, Да, да, да. когда у тебя есть личное дело, например, там, мой военный билет до сих пор там валяется на переоформлении. Ну, в Ну, у меня общем, то же самое. Хотя уже да, все, я же лейтенант, поэтому мой срок истек. Степан Геннадьевич, но тут еще очень интересный момент. Почему-то это ТЦК не защитили.
И многие видят в этом конспирологию, мол, А что нас не ну, защитили? смотрите, средь бела дня Полтава, областной центр, залетает в центр города, причем там местные говорят со стороны, ну, короче, не России, ну, имеется в виду, Ну, они не... там с двух точно сторон шли, да, это было видно. Первые два пришли с разных сторон. Ну, значит, нечем защищать просто. Ну, все, ПВО, все. Израсходовали практически. Хотя раньше нам говорили, что ПВО закончится к июню, вот уже июль. Ну, да, ослабело. Теперь говорят, что закончится к сентябрю, поэтому, сами понимаете. Выбили практически все ПВО, и я думаю, что и боезапас, боекомплект заканчивается ПВО. И остается... Ну, посмотрите, очень просто. Если раньше Киев был... Ну, все ПВО в основном это было, что Одесса, Киев. Ну, По Днепр, большому счету. Днепр, да. Сосредоточение ПВО. Теперь по Киеву даже герани спокойно пролетают. Ну, на самом деле F-16, которые передали, да, по большому счету, если посчитать денежку копеечку, ну, это самое, что ли, эффективное и самое дешевое средство как раз уничтожения тех же гераний. Да и крылатых ракет. Но, к сожалению, у вас пилоты любят догонять обломки на самолет. Поэтому падают часто. А так, в принципе, посмотрите, что творили британцы, американцы и французы над Ираком и Сирией. Практически очень мало иранских шахедов долетало до Израиля, потому что в основном, когда там партия шла штук 20-30, в основном сбивалась авиация так называемых союзников. Те же F-16. Достаточно дешевый способ, значительно дешевле, чем зенитные ракеты. Просто ПВО, ну, израсходовал боекомплект, боезапас практически, а у западных союзников, так называемых, действительно нет ракет. Потому что, еще раз, у них концепция совершенно другая была ведение боевых действий, а это точечные, мощные, короткие удары по папуасам, в которых нет какой-либо защиты. А тут, извините, третий год идет полномасштабная война. Такая, ну, на фронте в тысячи с лишним километров идут бои. У них ни ВПК, ни складские запасы к этому не были готовы, поэтому действительно у них проблемы с Патриотом. А Патриотов, если я не ошибаюсь, они в год производят меньше 400 штук. Может быть, даже еще сейчас меньше. Я цифры так привожу на 23 год, а после этого были еще сокращения производства, насколько я знаю. Ракеты СААД вообще не производят. То есть нужно производственные линии заново делать, а их всего было произведено 900 штук, поэтому в Израиле якобы они израсходовали порядка 20% вообще всех ракет СААД, которые есть. Например, их было всего изготовлено 9 дивизионов, осталось живых 7 всего. То же самое у израильтян с РУ-2, с РУ-3. Когда вы смотрите на цифры, там, ну, в год они изготавливали от 25 до 50 штук в мирное время. В год. А тратят они далеко не 2 ракеты на перехват, как мы видели, а там и 6, и 8. Поэтому, ну, никто не был готов к такой, в общем, затяжной войне с такой интенсивностью. У НАТО совершенно другая концепция была ведения боевых действий, ну и, соответственно, ВПК был под это заточен, а именно производство очень дорогих игрушек в очень ограниченном количестве. И все. Если так завершить тему с ударами по ТЦК, это действительно прецедент и такая новая история. У меня в чате, в телеграм-канале даже там люди шутят. Ну, понятно, следующие удары будут по погранзаставам, чтобы могли убежать люди. Ну, Вполне возможно. шутка злая, Вполне возможно. конечно, но как бы в каждой шутке есть доля шутки. Все прекрасно понимают, почему такие реакции в соцсетях, и даже люди, Да, да, да. украинцы на украинском языке, там, мать-перемать и Ну, радуются. как так? Ну, Это самое. Это, получается, ТЦКшники страшнее клятых москалей. Это вообще, это же разрыв шаблона. Примечательно, что с этим делать дальше. Смотрите, что с этим делать дальше, прежде всего, Зеленскому. Те трубят с каждого утюга, что будут усилять мобилизацию, усиливать по полной программе женщин, там, понижать возраст, крутить всех подряд. 18, да, да, Но вот эти удары, смотрите, ТЦК, понятное дело, это не здание. Но тут нарушается очень важная логистика. да.
очень важное, это вот как это, первый кабинет, ну условно, назовем это кабинет. Потому что Мгм. дальше распредцентры, там всякие ВЛК, ездят, возят, там ходили-рядили и отвезли в учебку. Но бьют по учебкам, это уже как бы понятно, ну как бы военный объект. А тут получается у горлышка, так сказать, наносится Да, удар. ну это тоже военный объект, да, да. Что будет Связан там. делать в этой связи Зеленский? Потому Не что знаю. Я кажется, вообще что надо, тяжело представляю, что он будет делать. кажется, надо отползать. Ну, что значит отползать? Это значит лишаться огромных потоков бабла и вообще ставить свою жизнь под значительную угрозу, скажем так. Поэтому я думаю, что с Ермаком они будут идти до конца. И будут оттягивать завершение войны всяческими способами. Могут устраивать какие-то масштабные провокации вместе с бритами, чтобы якобы вот Кремль среагировал неадекватно, снова возопить, поднять руки к небу, сказать: Трамп, помоги, что ж ты, гад, наш бросил, это твой Афганистан, вот это бла-бла-бла. Поэтому я думаю, что эти пассажиры будут войну затягивать как можно дольше. Европейцы не возражают, они даже рады. Причем, насколько я понимаю, та помощь 40 миллиардов долларов, которую обещала Европа, она на самом деле будет выдаваться при условии, что мобилизация начнется с 18 лет. Поэтому пока она, скажем так, и не особо и выдается. Хотя там немцы всячески начинают участвовать в украинизации тарусов и модификации производства и всего и вся дальнобойного. Но, тем не менее, помощь-то большая нужна. Если я не ошибаюсь, по оценкам, на следующий год Украине нужно, чтобы просто существовать, чтобы экономика более-менее еще держалась на плаву, чтобы были какие-то элементарные соцвыплаты, и учитывая расходы на боевые действия, порядка 100 миллиардов долларов в 2026 году. Откуда они будут их брать? Большой вопрос. Хотя, еще раз повторюсь, что такое 100 миллиардов для экономики Евросоюза или США? Ну, по большому счету, либо Лагард, либо Паул там нажимает на кнопку, 100 миллиардов напечатать. Ну, у Пауэлла сейчас не лучшие дни. Как там его Трамп назвал? Ой, да как он его только не называл. Да, и тупой, и безграмотный, и вообще проклятый собак. Шакал, шайтан. Грозил труба шатать. Слушайте, ну это прям какая-то истерика у Дональда Фредовича. Ну, Захотелось, посмотрите. захотелось, знаете, я после вот, когда прочитал вот этот его посыл, захотелось купить духи с изображением Трампа и так вокруг Да. себя немножко Комаров и освещать. мух убивать, да. Комаров и мух убивать. Отлично противокомариное средство. Запах победы. Из какого места вопрос? Ну как убивать? Может привлекать? Они же слетаются на запах А, победы. да, фрагментс. Ну, назвал бы тогда Stormy Daniels, что-нибудь такое. Не, ну серьезно, посмотрите, например, на реакцию того же Трампа и всего окружения на, в общем-то, невинный вопрос CNN Наташи, да? Слушайте, а ведь вот ваша же разведка, вот она сказала, что ни черта вы там не разбомбили. 3 дня, 3 дня мужика колбасило конкретно. 3 дня! Президента США колбасит на какую-то Наташу из CNN. Ну, это клиника, слушайте, это тут клиническим психиатром работа, а не аналитиком, реально. Ой, ну, Наташа, это, конечно, Это, всем, всем Наташам привет. А, да, да. Привет, Наташа, теперь вы имя нарицательное, только вы можете вывести Трампа из себя на 3 дня. да, это как Филипп Киркоровой с розовой кофточкой, понимаете, Ну, да, да, в да, свое время. да, да. Но все-таки вот этот вот, как это, большой красивый биль, который сейчас рассматривается в Нижней Палате, в Сенате нужен был Венс, чтобы плюс Да, один да, голос да, да. это прошло дальше. Но и как бы критика и атака на Пауэлла. Слушайте, но речь-то идет, и все уже об этом говорят. Димура первый среди аналитиков четко говорит, ну, на моем канале имеется в виду, вообще это многие обсуждают. Я не к тому, что вы там первопроходец. Я к тому, что вот четко это все не про налоги, не про какое-то там благосостояние. Это, опять-таки, этот резиновый госдолг,
которое Да, растягивается. расходы бюджета, да, И, исключительно об этом. но тут у меня очень важный вопрос, Степан Геннадьевич, прям очень серьезный. Одни говорят о том, что нужно, ну, как Трамп будет заканчивать войну в Украине. Ну, вот прям заканчивать, В выходить. Украине, в Украине возможно, да, да. Но есть четкий, ну, другой лагерь аналитиков, которые говорят, при таком растягивании госдолга, ну, нужна война. Ну, слушайте, это, я думаю, ошибочное мнение. Все ссылаются на Вторую мировую и тому подобное. Дело в том, что тогда, то есть я представляла США вообще экономика. Это была экономика с огромными резервными мощностями по производству всего и вся. С большой армией достаточно квалифицированных безработных людей. Все производилось внутри США, поэтому мультипликатор, он оставался внутри США. Сейчас ВПК США представляет собой весьма и весьма жалкое зрелище с точки зрения возможности выпускать что-то в каких-то больших приемлемых количествах. Ну да, там несколько самолетов таких очень дорогих игрушек они собрать могут. Все, они просто у них сейчас, еще раз, у них сейчас другая совершенно ориентация ВПК. Доить те же бабки, но штучными экземплярами, грубо говоря. Не производить что-то, что может летать, стрелять постоянно и не требует ремонта постоянно, а вот такое штучное изделие. Они производят оружие, а не вооружение сейчас. И все, а мультипликатор остается в том же Китае, еще где-то. Поэтому каким образом, скажем так, огромные бюджетные расходы на войну смогут помочь американской экономике? Краткосрочно, да, потому что любые бюджетные расходы помогают экономике. Американская экономика с момента ковида держится только на госрасходах. Это даже ФРС уже признает, даже наконец до них дошло, что мы-то здесь вообще, получается, не при делах. Потому что, ну, была ставка 0, сделали 5. А денежно-кредитные условия, финансовый индекс финансовых условий остался практически на том же уровне, даже они стали более мягкими. Как? Ну, потому что кто печатает сейчас деньги? Трежерис. Сначала Елен, теперь красавец этот Беннет. Красотка, вернее, Беннет. Поэтому, ну, война-то здесь ничего вам особо не даст, особенно принимая внимание, что воевать-то американцы не могут. Нечем воевать. Маленький конфликт, вот типа Ближнего Востока, да, можем там понты покидать. А вытянуть еще, скажем, один конфликт в стиле Украины, это нереально. Я же не говорю про Китай. Поэтому война сейчас это не выход для по американской экономики, от слова совсем. Ну, Степан, чтобы вы понимали, вот на что была рассчитана концепция американской армии начала 90-х годов. Американская армия должна была быть способной вести 2 полномасштабных войны на разных театрах действия, плюс еще участвовать в одном локальном вооруженном конфликте. Поэтому, на самом деле, когда вы видите в той же Аризоне вот эти вот огромные просто площадки, уходящие за горизонт, забитые Абрамсами, Брэдли, F-16, F-15, транспортниками, чем угодно, вертолетами. Это вот все с тех времен. А потом, как шутят в России, в Думе концепция поменялась. И все. И потом, как вы можете воевать или вести полномасштабную войну, когда у вас в армии 400 тысяч человек? У вас нет призыва, и у вас существенные проблемы с набором желающих служить в доблестной американской армии. И воевать нечем, и воевать неким. Вот и все. Какая война, о чем? Степан Геннадьевич, если вот все-таки понять, как Соединенные Штаты будут уходить из Украины, насколько это будет действительно вторым Афганистаном, и есть ли какая-то модель по, ну, скажем, ну, об этом же никто не говорит последние недели, это месяцы, да, по замене Зеленского. Нет, нет, зачем? Он очень полезный и нужный всем в Но он данный же момент. до каких-то пор полезен и нужен. Ну да, до каких-то пор.
пока он делает глупости. Прекрасно, все замечательно, все счастливы и рады, в том числе Кремль, на самом деле, что он наделал столько глупостей на поле боя, что ну, не горюй. Потом, когда нужно будет подписывать какие-то серьезные бумажки, ну, с ним может что случиться, я не знаю, там, с Ермаком, с ним, и все. Здесь все очень просто, здесь никто особо переживать не будет. Мы подходим к этому моменту, потому что давайте так, мы когда узнали... Не знаю, не знаю, не знаю, все будет на самом деле. Понимаете, от Зеленского вообще ничего не зависит, да? Вот те же Европа или те же Бриты вот упрутся рогом, что вот нельзя вот русским там отдавать, скажем, то, что они еще не завоевали. Обмениваться не на что. Ну, посмотрим, что Кремль скажет. Ну, Кремль может сказать, ну и ладно, ну, что, мы тут можем еще пару лет спокойно тянуть, посмотрим, насколько вас хватит. Что они будут делать? А ничего. Будут продавливать Зеленского с Ермаком на формирование Зитарчок Югент, то есть призыв с 18 лет, чтобы еще как-то продлить боевые действия в надежде на то, вот, как сказала Урсула фон дер Ляйен, что да-да, мы услышали слова министра экономического развития Решетникова. Рецессия у них там начинается. Вот мы сейчас еще месяцев 6 подождем, введем новый страшный пакет санкций. Еще сейчас там что-нибудь с нацменами замутим внутри России. И режим рухнет. Либо пойдет на любые условия, которые мы скажем. Это у них, знаете, вот шутили в свое время американцы, особенно во время первого срока Трампа, это назывался Trump Derangement Syndrome. Когда демократы, они были просто помешаны на Трампе. Вот это исчадие ада, его нужно убрать. Так сейчас империя, скажем, Запада помешана на том же Путине и России. Вот и все. Они от этого не смогут так просто отказаться. Тем более, еще раз, вся бюрократия Евросоюза завязана на большого страшного врага с Востока, который нападет на нас в 29-30 году. Но увеличить расходы до 5% ВВП на защиту мы сможем только в 35 году. И то Мелони, красавица, предложила, слушайте, нам тут мост на Сицилию нужно построить. Мост на Сицилию, это да. Оборонный, можно сказать, объект военный будет. Давайте мы вот это воткнем в расходы. А потом, когда в него будут стрелять, напечатают марку, да. Да, А, поэтому да, и смех, и грех. Сегодня сообщили о том, что зама командующего ВМФ Черноморского, да, ликвидировали, убили в Курской области. Также сегодня в Луганске, ну там опять-таки тут очень сложно, потому что фигура, ну там как понятно, что погибших либо хорошо, либо никак, но такая достаточно. Во время... Эта фраза неверная. Изначально фраза была об умерших либо хорошо, либо ничего, кроме правды. Ну, в общем, Пилавова убили. Это Первое, кто сейчас была фамилия. зам мэра Луганска времен, ну там, до майдановских. После Майдана и во время республики там мэр сбежал с награбленным и как бы тихонечко в лес ушел, о нем его там ловили какие-то добробаты на блокпостах, показывали, а потом он как бы испарился, как и многие, кстати, там губернаторы вот такие вроде как уважаемые люди, они вот тихонечко в лес ушли. То есть, видимо, их побрили, ну, у них там было наколядовано за это все, как бы нормально себе живут. Ну, там, по-своему. Дети за границей учатся, все хорошо. А этот Пилавов оставался в Луганске все время и руководил как бы городом. Ну, понятно, хозяйство, все дела, там, ну, вот это все. Потом его поменяли, и, ну, понятно, пришла уже Россия, и там абсолютно другие вертикали, другие законы. И это, кстати, очень важный момент. Те люди, которые там говорят о том, что вот пришла Россия и сразу стало хорошо, вот вообще нет. Вот хорошо было, когда была вот эта вот республика. Когда в серую, в черную торговали и туда, когда там люди богатели,
Да, ходил рубль, да, там вроде как с Россией, но все равно. То есть были какие-то хоть такие местные бобры. Ну, это была такая, знаете, серая абсолютно зона. Вот, и Да. на этой серой зоне очень серьезно поднялись люди, и Пилавов, он был как бы в эпицентре этого всего, потому что он руководил целым городом Луганском. Ну вот именно таким, знаете, по хозяйству. По хозяйству это означает, Крепкий хозяйственник. да, Да. означают деньги, означает все остальное. Но его сегодня, в общем, ликвидировали. А, Тоже какая-то интересная подробность. Ликвидировали прям женщина-смертник. О, Господи, было такое, не было такого. Сначала говорили, просто возле дома там взрывчатку заложили. Там какая-то женщина еще была. Но это очень интересно. Посмотрим, в общем, как там будут какие-то новости по этому поводу или нет. Украина это или нет, непонятно. Но понятное дело, что даже если это не Украина, Украина об этом сообщает и трубит, и говорит о том, что вау, то есть смотрите. Может, Украинцы радостно берут все на себя за всех. да, плюс еще вчера было сообщение, что 80-летнего кигибиста, чекиста с его дочерью, которая сейчас в службах, подорвали в автомобиле. Но они вроде как выжили, выпрыгнули. Короче, начинается серия вот таких вот точечных ликвидаций. Ну, обострение, да, так и террористические акты, да, да. Что это может, может ли это, ну, какой-то массой Я думаю, надавить и я что-то думаю, решить? что это на самом деле вот сейчас, знаете, все везде видят британский след, и уже многие начинают говорить, да ладно, вот все о нем заговорили. О нем на самом деле только начали говорить, по большому счету, потому что, ну, стало это все уже вылезать наружу. Это и операция «Паутина», и начало войны в Иране, все было сделано под копирку. Я еще раз повторю, что вот это вот Милфа Кью, как я ее называю, да, Мгм. которая теперь рулит Ми-6, Внучка нациста. она же... А? Внучка нациста. Ну, еще раз, она внучка нациста по отцовской линии, а по материнской она внучка виднейшего сиониста. Вот такое вот интересное сочетание. Необычно, да. Как это в ней только уживается? Наверное, кошмары ночные мучают. Одну ночь одно, другую другое. Она же ведь антрополог, и она еще раз превратила отдел Q как раз в такой, что ли, эпицентр или мозговой центр ведения гибридных войн. А гибридные войны включают в себя в том числе и различные антропологические, политологические уловки и тому подобное, как там, что в интернете стравливать, на что, грубо говоря, делать акценты, как распространять дизу и тому подобное, и заниматься в том числе ну, информационным терроризмом. Даже не террором, скажем так. Вот, поэтому вот эта вот волна убийств, которая снова началась, терактов, потом вот это вот обострение с Азербайджаном, я думаю, что бриты тоже выбрали Азербайджан, как они говорят, Азербайджан, не просто так, а прекрасно понимая, скажем так, какую роль занимают азербайджанские диаспоры и в вертикали российской власти, и как еще они сильно и крепко любимы коренным народом и тому подобное. Вот идет такая вот раскачка, я думаю, началась. Потому что вот иранцы уже, наверное, месяц все эти сети вскрывают. И Масадовские, и Ми-6 вскрывают там от начала до конца. И там все это формировалось, ну, не один десяток лет, скажем так. В России та же самая ситуация. Многие сети остались. И опять же, это у них есть план. Вот мы будем раскачивать ситуацию по межнациональному признаку, будем заниматься террором, будем давить экономически, потому что вот еще немножко и вот режим рухнет, как они считают. Ну, у них план такой вот у них. Вот не могут они каким-то образом, что ли, не способны просто обернуться назад, посмотреть, как все где сработало, и понять, что, наверное, что-то не так делаем. Поэтому я считаю, что это, в общем, начало такого еще одного мощного, что ли, начало еще одной мощной такой гибридной операции в России. Плюс раскачивается еще, конечно, так называемый подбрюшье России. Это и Ближний Восток, и Кавказ. Поэтому сейчас будут интересные времена.
Что не особенно. так с этим Азербайджаном, Степан Геннадьевич? Я тоже, я Вот слушаю, слушаю. перед нашим эфиром, перед нами, новость. В Москве задержали одного из наиболее влиятельных воров в законе. Вагиф Сулейманов, известен как Вагиф. Прям лицом в камешке его, ну, человек пожилой, его там, ну, в общем, все сделали показательно и красиво. Может сердце не выдержать, да. Но понимаете, в чем дело? Ну, как бы настолько такая показуха откровенная и по поводу задержания россиянами азербайджанцев этих разных. Ну, еще А раз, это В абсолютно. Азербайджане так вообще вот этих начали, ну, И вопрос, смотрите, вот сразу возникает вопрос. Слушайте, ребят, те же Азербайджан, а чего вы так как-то реагируете почти как Трамп на Наташу? Что вообще происходит? Ну, задержали там двоих. Ну, да, не двоих, а в том же Челябинске. Там, скажем, можно сказать, началось с того, что был такой один оппозиционный якобы деятель азербайджанский, который жил в России. Потом он исчез и всплывает уже в азербайджанской тюрьме. Ну, такая пощечина русским спецслужбам. Может быть, они заодно работали, не знаю. Но ведь все это началось то же самое еще раньше, когда разбился азербайджанский самолет, который пытался приземлиться в Грозном. Ну да, Россия извинилась, а Украина не извинилась. Это были украинские беспилотники вообще, по большому счету. Тоже, в принципе, инцидент, ну все бывает, да. Инцидент, он не заслуживает того, что стало, на мой взгляд, стало происходить позже. То есть корни лежат еще где-то глубже. А глубже что? Ну, кто рулит в Азербайджане? Бритые израильтяне. Азербайджан на самом деле очень сильно попал сейчас, потому что они пропускали как раз израильские самолеты, истребители во время первых часов атаки на Иран. Поэтому они так легко смогли зайти практически в тыл ПВО. И, ну, помимо того, что они разрушили связь ПВО вначале, на Тегеран и дальше. Иранцы такого не прощают. Находят там баки, потом есть данные радиолокационной разведки, все есть. И Алиеву предъявили уже. Чувак, ты что, совсем, что ли, тебе берега попутал? Но началось-то все это значительно раньше, вот, грубо говоря, самолет. Это был год назад, если не ошибаюсь. Тоже и реакция такая, вот там мы сейчас все русское будем закрывать, тут всех чморить и тому подобное. И, ну, бред и мутят с израильтянами, я думаю. Потому что, ну, еще раз, это выходит новость, да, вот просто вот новости какие выходят интересные, что британцы объявили красный уровень опасности. Думаю, вау, что они там? Опять, что ли, белые пошли права отстаивать где-нибудь в Лондоне вдруг с дуру? Нет. Оказывается, система азербайджанских компаний, ну, принадлежащих азербайджанцам, да, она обходит санкции с этим теневым флотом. Как-то там мухлюют, крутят, как хотят, и, в общем, не могут бритые их поймать пока что. Ну, и вот тогда у меня все в башке сложилось. Ну, понятно, они бьют по азербайджанцам, которые, скажем так, исторически сотрудничали со спецслужбами российскими во всяких там таких офшорных темных делах. Еще со времен Сталина, со времен большевиков, скажем так, с момента образования Азербайджана. Бьют на это, делают ставку на какие-то межнациональные, возможно, конфликты внутри России. Не знаю, насколько можно доверять, там ходят сейчас такие слухи, что ФСБ сделала опрос общественного мнения закрытый. Ну, почему слухи? Потому что обычно в ФСО есть своя служба, которая делает закрытый опрос. ФСБ первый раз слышу. Ну, якобы там молодые люди от 18 до 35 лет, порядка 65% сказали, что они готовы разбираться с национальными диаспорами даже без полиции, грубо говоря. Может быть, делают ставку на это, скорее всего. То есть, всячески пытаются раскачивать ситуацию. Причем делается это постепенно, очень целенаправленно, знаете, так вот, с умом, с толком, с расстановкой. Поскольку я больше уверен, что ячеек много еще осталось в России, да, как, типа тех, которые были задействованы в Путине, можно же делать много всякой гадости. Можно там на порты взрывать, можно газопроводы взрывать, создавая, в общем, пытаясь создать обстановку страха и хаоса. В надежде на то, что экономические проблемы, которые сейчас набирают
обороты, они придут к падению режима или, по крайней мере, к пересмотру Кремлем некоторых своих, что ли, догм, как они считают, по отношению к Украине. Поэтому это такая история долгоиграющая, началась она не вчера и не позавчера, на мой взгляд. Отсюда, понимаете, вот если вы смотрите, как правильно сказали, ребята, а чего вы так все взбеленились-то? Ну, с другой стороны, ну, как сами знаете, да, тут анекдот про старого еврея, который умирает, сын склоняется, папа, так и скажи, что нам делать. Еврей на последнем издыхании, берегите армян. Почему? После армян за нас возьмутся. Ну, про азербайджанцев ничего не говорил, скажем так. Кремль спокойно может какую-нибудь диаспору просто бросить на съедение. Хотя сильно сомневаюсь, что это будет именно азербайджанская диаспора. Слишком они встроены в так называемую вертикаль власти. Но и здесь, еще раз, я думаю, что здесь надолго все это. Ага, то Вот есть это это вот. не замнут вот сейчас. Будут, смотрите, МИД пока что, вот из того, что говорит та же Захарова, МИД пытается это замять. Но это, я не знаю, это как писать против ветра. Я просто Ну, реально, представил, понимаете, как, вот как, когда... как Захарова писает против Ну, ветра. да, да, Да. бывает. И не в ту сторону села, что называется. Ну, реально, потому что вы пытаетесь как-то вот замять, что ли, засунуть под ковер то, что, во-первых, вами не контролируется, и что имеет, скажем так, значительно более глубокие корни, и причины возникновения, они просто потому, что там кого-то вдруг неудачно положили лицом в асфальт. Ну и потом еще отпустили, да. Ну, а некоторых, конечно, там А, сердечный кстати, приступ. тоже интересная ситуация. Сын этого уважаемого человека уральского, ну, типа чуть ФСБшника не раздавил. Его даже не задержали. Сразу у людей возникает вопрос, а что, так можно было? Или это только для очень уважаемых людей? В законе есть такая вот оговорочка. Поэтому Это может означать, Степан Геннадьевич, что условно история с проектом Украина антироссия закрывается, а нет, не открывается новая, закрывается. новая Не страна? закрывается. Нет, нет. Не закрывается, потому что это пластинка, на самом деле, тоже долгоиграющая. Слишком много было инвестировано и политического, и реального капитала в этот проект. И все будет зависеть, грубо говоря, от того, на каких условиях Путин будет завершать конфликт. Если от Украины оставят какой-то там ошметок где-то, да, в Галиции, это одно, проект закрыт. А если же остановятся на том же Днепре и не возьмут Одессу с Николаевым и Киев, например, это совершенно другой расклад, и война там снова начнется через несколько лет. Поэтому этот проект не закрывается, просто он оказался не таким, скажем, эффективным, как они предполагали. Поэтому сейчас задействует еще и Южный фронт, судя по всему. Степан Геннадьевич, еще один аспект, я считаю его очень важным. Понятно, он касается внутриукраинских дел, но я бы хотел, чтобы вы именно вы его, ну, как вот прокомментировали. Значит, Зеленский лишает предстоятеля, настоятеля Украинской Православной Церкви Ануфрия гражданства. Значит, и теперь вот начинается очень интересная юридическая казуистика. Ну, вроде как решение он подписал, указ подписал, все. А он же в Украине находится. И тут все вспоминают Михо Саакашвили, которого Порошенко отобрал паспорт, да, и депортировал его. Тут возникает вопрос, ну, этот Ануфрий утверждает, что у него нет другого паспорта, то есть он, получается, человек без гражданства, а куда его депортировать? Этот русский паспорт, который вроде как он отказывался, ну, все как бы говорят, что смотрите, он действует, потому что там в России, там мне подписчики писали мне, что в России 45 лет бессрочный паспорт, если тебе как бы там выдали его, ну, в общем, 45 лет. Ну, для взрослого человека. Ну, только идет административный штраф, если ты его не продляешь вовремя. Ну, то есть, получается, гражданство действительно от него, Да, ну, в да. общем, никуда ты не денешься, этого паспорта, который в 2002 году аж, тогда еще, Да, ну, административное нарушение 20 лет назад ты и штраф. получал. Ну, Да. тут возникает очень важный момент. Станет ли это прецедентом? И, ну, в общем, есть такая версия, что это станет, ну, возможно, какой-то такой стратегией, что ли, да,
условно. Все, Типа философского парохода? нет, ну, те, нет. Ну да, ну в принципе, что имеется в виду? Кто тебе не нравится, всех, так сказать, раз, паспорт забрал, ах Ну да. ты вражина, паспорт отдавай на стол, мы тебя Ну. депортируем. А если кто-то еще и сам Европа уехал, свободна, свобода, свободная страна, цивилизованная, европейская, что вы хотите. я хочу понять. Смотрите, тут же возникает очень серьезная на кону перспектива. Если это все завертится, ну, как там некоторые предполагают, версия такая, что начнут направо-налево забирать паспорта, то станет рано или поздно вопрос об этих людях, которые находятся в оккупации, украинцах, которые там в Мелитополе, Мариуполе, Бердянске, Северодонецке, Лисичанске, Луганске и так Донецке, чтобы лишить их гражданства. А, Получается, что у нас тогда не будет варианта, ну, как-то, когда все закончится, как-то вот договариваться. Должна быть или Украина, или Россия. Такая вот, ну, такой вот несложный выбор. Я сейчас имею в виду как бы перспективу дальнюю этих решений. Вы имеете в виду, а что значит договариваться? Ну вот смотрите, заканчивается война. Люди, Да. которые там получили российские паспорта, на территории России находятся, или в глубинку России уехали, например. Да, они же украинцы. Они там, Да, вы имеете в виду, их уже автоматом лишили украинского гражданства. А как вообще можно лишать гражданства? Я просто не знаю казуистики всей этой юридической Украине. Они же родились в Украине. Как их можно лишать гражданства на основании чего? указом Или это... президента, да. А он нелегитимный. Все. Когда все закончится, будет просто подан коллективный иск. А, он нелегитимный, что он подписывает, все свободны. Я даже не задумался. Нет, реально, вот с точки зрения закона, ну, власть нелегитимна. На Украине есть легитимная власть. Все этим пользуются, между прочим. Еще раз я вам говорю, что это мина замедленного действия. И в зависимости от того, на каких условиях будут заканчиваться боевые действия, война будет заканчиваться, эта мина может сыграть как против, скажем, Кремля, так и против Запада. Разложите. Ну, смотрите, вот, предположим, Зеленский подписывает мирный договор. Украина там остается более-менее, там, скажем, Одесса у нее остается. То есть, остается каким-то государством достаточно крупным, достаточно важным с точки зрения своего геополитического расположения. Ну, вот мирный договор подписан, там такие интересные пункты: не вступление в НАТО, например, не вступление в ЕС, там нейтралитет, бла-бла-бла. Весь список целей СВО, как говорится. Ну, хорошо, Кремль там через, скажем, 2-3 года просирает свое влияние политическое на Украине, как он это любит делать в любых странах постсовка. И сразу, скажем, приходят к власти националисты, реваншисты, как там будут его называть. И спокойно говорит: слушайте, а вот эти вот бумажки, вот это вот что это такое? Зеленский, он был нелегитимный, вы, дурачки, с кем вообще что подписывали-то? Так что все эти договоры, хотите, снова воюйте. Например. То же самое может в обратную сторону, скажем, Россия занимает значительную часть Украины, приходят те же бритые американцы и говорят: а у нас тут бумажки, тут все нам принадлежит. На что им спокойно говорят: так, подпись чья? А это что за шмара или это что за козел? Свободны, все вопросы к ним. Вот и все. Может сыграть, в зависимости от того, кто будет, скажем так, абсолютным победителем, а по-другому здесь, если у кремлевских хватит разума, быть не может. Все может повернуться вот так вот. Это просто пример, да, что значит нелегитимность, как ее можно использовать. Ну, Потому что, ну, уже, плюс еще, по-моему, всем понятно, что... если мы Понимаете, Трампа еще раз, еще, поймите одну простую вещь. Когда вот говорят о каких-то законах, международном праве, по-моему, уже, ну, даже беременной блондинке должно быть ясно, что международное право – это что? Это право сильного. Все. Можете засунуть все свои конвенции, договоры в одно прекрасное место. Право сильного. Хочу – делаю. Посмотрите на Ближний Восток, посмотрите вообще, что творится везде. Сила есть, тебя уважать, можешь делать все, что угодно.
Не можешь за базар ответить? Ну, извини, друг, иди сюда, будем тебя учить. Уму-разуму мыло поднимать. И все. Получается, что если мы, ну, как мы в наших эфирах и всегда вы уделяете время взбалмошному, непредсказуемому, как, не знаю, там, ветер, да, весной нраву Трампа, то лучше заканчивать, чтобы основательно закончить войну после Трампа. Что, еще раз, а что поменяется-то? Нет. Вот Америка что-то будет подписывать? Нет. Думаете, не будет Америка будет ничего? давать какие-то гарантии, она их дать не может, потому что ну, только конченый даун может доверять теперь американцам в принципе, вне зависимости от администрации. И потому что их, ну еще раз, они свою репутацию как какого-то договороспособного объекта, который держит и выполняет договоренности, они ее потеряли, нет ее больше. От президента это больше не зависит. Я же сказал, что, ребят, это империя, она на закате, поэтому есть имперская политика, соответственно, она будет выполняться любым президентом, кто забрался на трон. Вот оно так и есть. Так понимаете, Что в на чем Ближнем дело? Вот, Востоке, вот, что в вот, Украине. вот тут же тоже очень интересный момент. Это вот мы сегодня в прошлом прямом эфире говорили. То есть есть, ну, четкий посыл. Макрон первый же позвонил, да, сразу. Алло, алло, Путин 3 года не звонил, а тут позвонил. Сегодня Трамп об этом говорил. Но опять-таки все по пересказам, да, официальным сторон после сегодняшнего разговора Трампа и Путина. В общем, все говорят, Путин, давай прекращать огонь. Ну, типа, Давай, режим говорит Путин, прекращения. вот условия, ты их Да, знаешь. условия, Это чтобы твоя шестерка, с ней разбирайся. Разберешься, приходи. не-не, условия, чтобы не поставляли оружие, а прекратили мобилизацию. Ну вот, Это условия для прекращения огня. Да, да. прекращение огня. Тут задача сейчас, смотрите, как идет. Прекращение огня. Получается, Ну, что Трамп ему сказал, окей, идиотские условия совершенно. Я не знаю, кто их выдвигал, кто это придумал, потому что с ним поставлять оружие? Ну, будет оно накапливаться на складах в Польше и в Румынии все это не-не-не, время. Степан Геннадьевич, тут есть такой очень интересный нюанс. С Жешува, из Польши, все увезли к такой-то матери, потому что там, ну, как говорят разные инсайды, верить им не верить, слушок такой есть, что на Жешув прям через прицел посмотрели со стороны России. Ну, сомневаюсь, знаете. Я думаю, что это... Скажем так, почему я в этом сомневаюсь? Я просто смотрю на предыдущие действия кремлевских, чуть сильно сомневаюсь. И на самом деле, я думаю, на Западе их принимают за, в общем, то, что они есть. Ну, блефуют и блефуют, ладно. Мгм. Хорошо, то есть это условие выполнили. По поводу мобилизации вот началась. Нет, а как его выполнить? Ну, что, будут какие-то инспекции, скажем, баз в Польше и в Румынии? Нет. Ну, это пустое все, на мой взгляд. Не, ну как, сегодня вот, например, лупили дважды по порту в Одессе. Кстати, Разгружали тоже звоночек такой, вот, говоря о Азербайджане. 2 завода нефтяных товарища Алиева вывели из чата навсегда, судя по всему. Сейчас по порту лупят, да. какие-то металл какой-то выгружали, ну, видимо, Да, 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 2 сирийца там непонятно. какие-то сирийцы, да. Смотрите, то есть это Может, условие, экипаж. еще раз, это условие выполнили, например, да, выполнили. Выполнили, хорошо. А, Мобилизацию прекратили. Мобилизацию прекратили, начали лупить по ТЦК, мобилизация по-любому будет в какой-то, Прекратится, да. ну, в какой-то хаос, то есть Она будет замедлена, скажем так, существенно осложнена. вот, собственно, и весь карт-бланш, можно действительно прекращать огонь. Можно? Можно, только зачем? Вопрос. Вот еще раз. Э, Я не могу влезть как говорят, в душу кремлевским, да? Но в такой ситуации, скажем так, а вы только-только начали воевать, реально воевать, как надо воевать. И то еще не совсем, потому что если бы начали воевать, как воюют цивилизованные страны, вроде США, Британии, Израиля, ну, тогда все закончится значительно быстрее. Вот только начали воевать, начали реально выносить инфраструктуру военную, полувоенную, все, что связано с генерацией, совсем, с производством.
и останавливаться. Скажем, выносите вы все ТЦК, резко осложняете проблему с пополнением войск живой силы. И так с этим проблема. И вот здесь останавливается, говорит, ну ладно, давайте мириться. Сильно в этом сомневаюсь. И буду очень, не то что неприятно удивлен, но после всего, что я уже видел, буду немного неприятно удивлен. Ну, в конце концов. Ну, еще раз, моя точка зрения, понимаете, это точка зрения, вот, ну что ли, здравого смысла. Ну, вот ты столько уже парней положил. И вот уже все, вот она победа. Неужели ты не понимаешь, что нельзя оставлять Украину более-менее целой, потому что все начнется снова через несколько лет. Потому что это долгоиграющий проект, его нужно завершать раз и навсегда. Единственная возможность его завершения – это оставить Галицию, грубо говоря. Ну да, там, чтобы она что-то подписала, юридически вот осталась Украина. Там в тех границах до вступления в Советский Союз, условно говоря. И все. А иначе это опять все начнется. Да, значит, друзья, давайте подведем итоги нашего сегодняшнего вопроса. Состоится ли встреча лидеров Путин, Трамп, Зеленский? 7% да, перед прекращением огня, 23% да, на подписании капитуляции, 25% не состоится, без толку, и 45% да, но уже без Зеленского. Вот такие итоги. Ну, собственно, то, что где-то и вы говорили, да, то есть, но вы Но тут, больше... понимаете, еще раз, я повторюсь, Зеленский, он свою функцию практически выполнил. Его функция была функция полезнейшего из полезных идиотов. Или, как говорили немцы, полезного еврея. Он ее практически выполнил. А теперь он начинает задумываться о том, собственно говоря, где мой гешефт. Да? А именно, я тоже, вот у меня тут накопилось деньжат, и вообще все нормально, у моего окружения. А нам вот что делать, как бы нам эти деньжатами еще успеть воспользоваться. И на этом этапе, в этот момент, его полезность резко снижается. Слушайте, ну вообще на самом деле у Запада все хорошо. Вот с этим делом, в плане там вот это вот создания каких-то организаций. Ну посмотрите на белорусов, на Тихановского, посмотрите, как он себя ведет. Выпустили его, он там кричит Тихановский, Тихановский, собирает 200 тысяч евро на удар по Лукашенко. Кто-то ж их кормит, кто их содержит, где-то они там, ну как бы... Понимаете, вот вы говорите, хорошо, у Запада все очень плохо. Посмотрите на этих Тихановских, посмотрите на всех этих Навальных. Посмотрите на всю эту демшизу непримиримых борцов с режимом, которые у них тусуются. Слушайте, половина из них чекисты, скажем так. Многие, я думаю, по окончании все это могут получить и героя за правильные дельные советы западным кураторам. Из себя вообще ничего не представляют, они просто ненавидимы внутри. Их ненавидят так же, как Чубайса, скажем так. Ну и все. Вот у Запада с этим проблема. Даже проблема не с кадрами, а с тем, что Запад слушает эти кадры, делает им дебрифинги и, соответственно, базирует часть своих решений на результатах этих дебрифингов. А у задачи ребята какая? Гранты выбить, бабло выбить. Поэтому они говорят и пишут то, что хочет Запад. Да. Между прочим, с Ираном произошло то же самое. Вся эта иранская оппозиция, непримиримые бойцы за свободу и демократию иранского народа. То же самое говорили. Вот чуть-чуть вот ненавидят все внутри этого аятоллу и этот ксир. Ой, Да, Степан вот Геннадьевич, и для меня иранская вся эта история закончилась, когда этот принц этого шаха, да, отписался от Трампа и Натаньяху, по-моему, да. все, как это, покинул чат, все, удалил из друзей, все, психанул, понимаете, то есть, это, конечно, действительно Ну, нечто. наверное, мужик-то не глупый, посмотрел на Исфахан и понял все. Что это, договорничок? Значит, рубрика «Фиолетовый луч». Бильд. Германия ищет пути поставок вооружений Украине и хочет заключить тайную сделку с США по оружию для Киева.
Решение США приостановить поставку ряда вооружений Украине вызвало тревогу в Берлине. Самой серьезной проблемой власти ФРГ считают нехватку в ВСУ ракет для систем Патриот. По словам собеседников издания, Берлин рассчитывает на согласие Пентагона передать Украине 2 системы Патриот, закупку которых финансировала бы Германия. А? А что же они свои не передают? У них там их достаточно. Или поляки что не передают. У них тоже они хорошо поднакопили ракеты пусковых. Их нет просто, вот, понимаете, вот, люди не хотят понять, что они есть в планах производства. Поэтому, по большому счету, помощь Украине будет еще продолжаться, может быть, 2-3 года. Потому что все то, что было заказано и оплачено, оно будет сходить с конвейера производственного и, соответственно, будет готово к поставке, если уж на то пошло. Нет их в помине. Я думаю, что еще раз, немцы сейчас будут украинизировать тот же Таурус. Он же тут сказал, то ли Мерц, то ли еще кто-то что. Ну, это очень сложная система, поэтому нужно учиться 6 месяцев. Но Германия не рассматривает, скажем, поставку Таурусов как участие в войне, потому что типа они будут запускаться украинцами. Да, а наведение и цели указаний и прокладку маршрута, это кто будет делать? Тоже украинцы. 21:13 сейчас. Масштабная идет атака на Киев дроном. Сообщают мониторинговые паблики, что около 75 плюс ударных и имитационных беспилотников. Люди бегут. Ну, ПВО практически все. Это перегрузка ПВО. Всё. Люди бегут в подвалы, в метро. В общем, такая ситуация достаточно напряженная прямо сейчас, Степан Геннадьевич, в Киеве и в Киевской области. Плюс вообще идут по Украине, да, по северу пока Украины. И ожидают около 300 беспилотников этим вечером и ночью. Ну, еще бы, слушайте, если вы производите их сейчас порядка 700, а к концу лета обещаются по 1000 в месяц, то вот такое можно устраивать 2-3 раза в неделю. И ПВО просто, оно даже не учитывая истощение запаса боевого для ПВО, оно, в принципе, не может справиться. Перегрузка происходит. Да, друзья, перейдем к вашим вопросам. Прямо сейчас, значит, вопросы из клуба зрителей в телеграм-канале. Потом сообщество YouTube и чат трансляции в таком порядке, поэтому в чате пока не пишите вопросы, чуть позже. Если бы у Димуры были бесконечные возможности сделать с Зеленским все, что угодно, что бы он с ним сделал? И что искренне желает гость просроченному? В фантазии Степана сомнений нет, спасибо. В данный момент я бы, наверное, усилил его охрану, чтобы ни один волос не упал с его головы и головы Ермака. А когда уже, скажем так, Киев будет взят, в расход. Самым гуманным способом, каким-то там контролем в голову, еще что-то. Какой вы все-таки жестокий Гуманист. человек. Я гуманист. Павел, добрый вечер. Спросите, пожалуйста, уважаемого аналитика Степана, что бы он сказал, если бы услышал сегодня его же предсказание насчет Израиля в начале 12-дневной войны. Хоть что-то сбылось. Теперь воспринимать аналитику стоит лишь как гадание, замешанное на неоправданной ненависти. Наверное, товарищу нужно посмотреть прошлый эфир с вами. И он сам, я думаю, если есть 2 извилины, получит ответ на этот вопрос. Все сбылось. Причем было, знаете, такой момент, когда вы говорите, что ничего не будет. Это как же, вот они сейчас раз, и на следующий день ударили. Я сказал не так, сказал, что я не думаю, что начнется в ближайшее время, хотя могу очень сильно ошибаться. Рано. Я уверен, что на следующей неделе еврейский вопрос решен не будет. Да. Его таки на следующей неделе они решили, но я ошибся со временем начала. А в остальном, как будет проходить кампания, что сделают с Израилем, что сделают с ПВО и вообще с психикой израильтян, я оказался абсолютно прав. Нет у Израиля ПВО, там просто сравняли очень много чего, причем даже сами израильтяне начинают говорить, что на много чего правительство не говорит, какие жертвы на военных базах, что с ними стало.
Элементарный пример. Раньше военные транспортники США летали на сакральную базу Неватим. Теперь почему-то они летают в Бен-Гурион. Задумайтесь, почему. Например, если бы это продолжалось еще где-то неделю-две, то Израиль бы просто как страны, как экономики, он бы перестал существовать. Что начали уже выносить энергетическую инфраструктуру, вынесли заводы нефтеперерабатывающие, оба порта закрытые, частично разрушенные. Все встает, торговля встает, и уже начали подбираться, грубо говоря, я думаю, что следующим шагом было бы уже опреснительные установки. И все. На этом страна заканчивается. Экономика заканчивается. Поэтому товарищу, наверное, прежде чем открывать рот, стоит посмотреть прошлый эфир. Слушайте, Может быть, ну что-то прям, поймет, может быть, нет. прям серьезные мне пишут знакомые взрывы в Киеве. Причем, ну ладно, не будем вводить, там вдруг смотрят кто-то из Киева, из Украины, из Киевской области. Ну, в общем, опять там какой-то дым, и что-то вот в воздух чмыхнуло, да, какая-то химия или что-то еще, в общем, там, где кому-то вроде как сказали закрыть окна, ну, это пока не проверенная информация, но, судя по всему, там, ну, что-то, видимо, в воздухе. Ну, это вот мне пишут сейчас люди, это пока такая информация, поэтому, да, значит, Оболонь, Жуляны, Осокорки, Троещина, Минский массив, Теверзе. Ну, короче, по всему Киеву, слушайте, сейчас идут практически вот эти удары. Ну, это вот прямо сейчас, мы в прямом эфире. Переходим к вопросам из сообщества YouTube. Константин Иванов. Добрый вечер, Александр, Степан Геннадьевич. Вы в эфире упоминаете о приближении глобального мирового кризиса. Подскажите, как это будет выглядеть для обычных людей? Нет зарплат, пенсий, высокие цены на продукты, низкие цены на недвижимость. Спасибо вам за ваши знания и аналитику. Вы возьмите кризис 8-9 года, сделайте его, я не знаю, в пару раз поглубже, растяните по времени на пару лет, условно говоря. Вот это мое такое мнение, и вы сразу поймете, какие, скажем так, запасы и чего вам нужны. Владимир, говорят, что будущее за синтезом беспилотников с искусственным интеллектом. Беспилотные заводы, фабрики, автомобили, поезда, самолеты. Степан Геннадьевич, что делать с пилотами и куда их девать? Гарантированный базовый доход, реальность или все-таки пассивная эвтаназия? Или это по два одновременно параллельных процесса? На кого учиться молодежи, чтобы быть нужными и необходимыми для роботов и их хозяев? Ну как, учиться на обслуживание роботов, робототехники, если надо пошло, да. На самом деле, ну, вот я давно говорил, что глумился над россиянскими манагерами, когда говорил, ребята, а когда умрет последний инженер, вы что будете делать? Ну, вот эта ситуация, ну, условно говоря, наступила в России. Сейчас всех этих манагеров, экономистов, уристов, как дерьма за старой баней, прошу прощения. В общем-то, тех же высококвалифицированных сварщиков, ИТР, ЧПУшников мало. Поэтому робототехника, скажем так, вещь прогрессивная, вещь интересная. ИИ – это отдельная песня, да, это как... Это просто автоматизированная система управления. Все, что нам выдают, ну, можно долго спорить, говорить, но все, что вы туда заложите, вы то и получите. Что-то не заложили, значит, вы не получите. Но не нужно думать, что она заменит человека там везде, тоже тех же пилотов. ИИ – это ИИ. Американцы даже проводили несколько раз уже бои воздушные между лучшими пилотами и ИИ. ИИ их выигрывал только за счет одной вещи, что он четко и хорошо стреляет прицельно. Ну, а если вы ставите, скажем, ассистент на основе ИИ, нейронки, грубо говоря, на самолет для наведения, ну, вот он супермашина. Дроны то же самое. Это путь в будущее, как и борьба с ними на поле боя. Машины, вы знаете, на самом деле все эти
примочки от Теслы, от Илончика, ну, это остаются примочками, потому что человек, который все это начинал в свое время, я имею в виду автопилот, по-моему, Ларри Эллисон, он из всего этого бизнеса вышел года, наверное, 3 назад, сказав, что это неподъемная задача. На данный момент задача неподъемная. И, по-моему, через год после него из этого всего бизнеса, из разработок вышла Toyota тоже. Ну, а Илончик бегает, дурит акционеров и лохов, которые покупают Теслы, что на нас автопилот. Вот. Не, ну это новое, это как ну это технологическая революция, только, как всегда, из этого делают какое-то светлое большое будущее, у которого не суждено просто произойти. Потому что, ну, это достаточно примитивная, по большому счету, технология. Просто если у вас раньше стояли АСУ на 386 процессоре, ну, теперь у вас будет на том же 386 стоять Ирвинга. Почему 386? Да потому что у всех этих железяк есть инерция. И не могут они двигаться и крутиться, поворачиваться, что-то делать быстрее, чем позволяет законы физики. Поэтому абсолютно пофигу, по большому счету, какой там процесс. Ну, коллективное какое-то поведение, коллективное обучение, да. Мгм. Вопрос к Димуре, как к прожженному цинику. Стране нужна национальная идея для объединения народа или хватит сытости? Ну, для объединения... Слушайте, почитайте, наберите просто Ибн Халдун. Асаби Ибн Халдун. Почитайте, что нужно для объединения народа и превращения людей в народ. Да, национальная идея нужна, но гарантированно со временем даже мотивированный народ, который объединен вокруг одной идеи, превращается в стадо баранов. Виталий, добрый вечер. Александр Степан Геннадьевич, вопрос. Два звонка Путину, Макрона и Трампа в свете прекращения прямых безвозмездных поставок Украине от США. Может ли оказаться, что Путина уговаривают согласиться на закупку американских вооружений Европой для Украины? Как говорится, ничего личного, просто бизнес. Но Европа и так открыто об этом заявляет, причем здесь Путин. Вся фишка Штатов повесить сейчас содержание Украины на Европу. И вроде им это удалось, потому что в большом прекрасном Билле нет ни цента на Украину, например. Какой же ж он тогда прекрасный. Но для кого как? Для Трампа он большой и прекрасный. Потому что он миротворец. Вопрос. Как пользователя распутная. Когда пограничники, отправившие людей на верную смерть на фронт, сами начинают бежать, не являются ли это тревожным звонком, предвещающим массовое бегство и панику среди сотрудников того же ТЦК и других силовиков Украины в будущем, Да, когда это да, коснется всех? да. Потому что пока что это хранители режима, соответственно, у них есть карт-бланш на непопадание на Западный фронт. Как только этого не будет, и как только существующая власть будет, скажем так, вот этот буфер между ними и шинормасами пускать в расход, я думаю, они сами попытаются власть в расход пустить. Роман, здравствуйте. Вопрос. Почему вертолетными деньгами не победить дефляцию? Почему? Потому что дефляция, это, она, во-первых, в голове, это дефляционное сознание, дефляционный настрой. Посмотрите, как изначально американцы, например, реагировали на вертолетные деньги после чумки. Чем они занимались? Они выплачивали, они снижали баланс по кредиткам. Когда они, по всей видимости, стали себя чувствовать комфортно, они все эти деньги пустили на китайские погремушки. Мы получили логистический коллапс. Вот. Но вертолетные деньги, это как раз вот спрашивали про базовый доход. Это и есть базовый доход. Потому что эти деньги, они идут мимо банковской системы, которая уже, скажем так, находится, на мой взгляд, в преддефолтном и предсмертном состоянии. Они идут мимо банковской системы, а напрямую потребителю. Но вертолетных денег нужно столько, Мгм. чтобы покрыть все те проблемы, которые есть, потому что
Вертолетные деньги не покроют вам полностью проблемы в экономике, а именно перегруженность долгом корпораций и падающий спрос. И они не покроют вам абсолютно проблемы банковской системы. Проблемы банковской системы как раз берутся от того, что активы начинают превращаться в пустой звук дефолта. Следующий вопрос. Здравствуйте, Степан, Людмила Тарновская. Как вы думаете, встреча Путина и Трампа будет в И потом ведь 25 вы же году? не вот по поводу вертолетных денег есть разные, скажем, способы доставки этих денег. Тот, который использовался и будет использоваться, это не деньги из воздуха, это деньги из бюджета, который финансируется за счет долга, резкого увеличения долговой нагрузки. И Встреча, когда они применялись... да, встреча Трампа и Путина будет в этом году, и что для этого надо? Не Спасибо. знаю, не знаю даже. Я не придаю этому особого значения. Просто даже. Может, встретятся, поговорят, обсудят гендерные проблемы. Мгм. Добрый день. Если в ЕС все такие лицемерные, кровожадные, а Россия, Белоруссия такие благородные, душевные, почему жить в ЕС безопаснее, комфортнее, труд человека ценится выше и жизнь граждан ЕС ценится выше? Разговоры про то, что в ЕС справку месяцами ждать или что к врачу не попасть, это бред. Ну, во-первых, это зависит от страны. Это не бред взять ту же Британию или Германию. Не надо тоже тут гнать. Все зависит от страны. Жизнь ценится выше в Западной Европе. Все расширение НАТО. Это говорю не я, это я сейчас буду цитировать товарища Сороса 1993 года. Все расширение НАТО на восток предполагало получение НАТО большого количества пушечного мяса, поскольку жизнь Восточной Европы не такая дорогая, как, скажем, в Западной Европе. Что касается безопасности, я бы с вами поспорил. Безопасность в России и в Европе выше зарплаты, да, расходы тоже выше, но в относительном отношении зарплаты и доходы выше. Но это в данной ситуации вещь такая временная. А что касается белых и пушистых, ну, когда вы такое говорите, ну, вы идиот просто, потому что раньше белым и пушистым была Европа. Мы не изменились, просто Европа стала такой же, как мы. Ну, и все вот эти маски, весь этот фасад благолепия, благочестия, каких-то прав человека, Ценности. он Ценности. сброшен. Да, общечеловеческих ценностей, он ушел в толчок. Они стали точно такие же, как мы. Та же вертикаль власти, те же репрессии. Единственное, конечно, в Европе сейчас жестче мочат за мысли преступления. Ну, это, я думаю, у нас тоже догонят. Сергей Масловский, чат трансляции. Украинские беспилотники могут запускаться с территории Азербайджана по России? Как вы думаете? Могут легко из территории Казахстана. Я думаю, и запускаются. Правда, доказательств у меня нет. Они могут с таким же успехом запускаться и э, из России. Тоже так интересно. Во, вы договорились, люди разных сортов, шелест, фашист, пишет Дмитрий. Добра и света вам, Дмитрий. Боже, какие вы... Дали западенец. А я Значит, клятый москаль. вопрос Тимурия из Екатеринбурга. Когда и чем закончится эта война? Олег. Я не могу этого предсказать, потому что есть, скажем так, определенные договоренности, есть определенный план. И согласно этому плану, в принципе, от Украины должно остаться маленькое такое формальное образование. Западные части отойдут по Польше и Венгрии, скажем так, мать городов русских, ее называют Киев и Одесса, это все должно отойти нам. Я не знаю, хватит ли, скажем так, политической воли у кремлевских реализовать этот план. Это вне моего ведения и сил. Константин Браун, ваше мнение о выступлении Грефа по поводу цифровой валюты?
Это то, что он сказал, что он не понимает, зачем нужен цифровой рубль, что ли? Что-то такое. Вы поймите, я вот это все не отслеживаю, по большому счету. Да, так иногда РБК смотрит что-то из ряда вон. Я, честно говоря, тоже не понимаю. Вот. Нет, я понимаю, что смысл цифровой валюты центральных банков – это тотальный контроль общества, потому что она программирована. То есть, когда у вас будет безусловный базовый доход, а к этому все идет, вам скажет, что вот вы можете потратить эти рубли в пятиминутной доступности, в шаговой доступности в этих супергородах, например, на определенные категории товаров. И на что больше вы их потратить не сможете. Если вас там уличат в каком-то мысли преступлений, ну, поскольку все цифровое, вас просто вырубят из системы. Не станет вас. Не на что будете кушать. Поэтому это на самом деле просто инструмент контроля. Про всячески он продвигался ВЭФом, да, этим Швабом, то есть римским клубом. Новый такой миропорядок, как он называется. С точки зрения реальной экономики, нахрена он нужен, я тоже не понимаю. Единственное, конечно, да, если у вас есть цифровой рубль, есть центральный банк, то нафига нужны просто банки, по большому счету. Поэтому Греф здесь где-то прав, потому что он видит, может быть, просто начинает лодку качать. Я не знаю, это такой человек, что никогда не знаешь, что он скажет. Помните его выступление на Питерском форуме по поводу правды? Если кто не видел, наберите. Греф, Питерский форум, по-моему, в 2012-2014 году было. Правда, где его спросили, там, а нужно ли народу знать правду. Он выложил вообще всю подноготную за кулисы. Вот за 5 минут все рассказал. Все теории заговора просто перестали существовать, став реальностью. Артем Петров. Поэтому он может иногда зажечь, может. Артем Петров. Попы хотят вынести Ленина из мавзолея за то, что Ленин лишил попов управления страной. И поместить туда Путина в мавзолей за то, что Путин вернул попам управление страной. Что вы об этом думаете? Значит, попы никогда страной не управляли. Начнем с этого. Просто поинтересуйтесь историей отношений государства и церкви в царской России и кто вообще кем управлял. Кто над кем надзирал. А что касается попов, ну они же первые императора предали, заявив, что ну власть от Бога, поэтому ну и Бог с ним. Но любовь народная, ее, скажем так, в окно не выкинешь, поэтому они получили по полной все время. И Ленин здесь ни при чем. Ой, слушайте, это прекрасно просто. Мне так нравится наш чат, там говорят, шелест ариец. Так смешно вот это с вами. Ребята, спасибо большое за вопрос. Характер нордический, Да, да. предан делу. Ой, вопрос. Вы боитесь ядерной войны? Нет. Почему? Потому что через 3 месяца можно снова жить на той же территории. Все эти ядерные зимы – это сказки в свое время были созданы, как пугалки. Поэтому я не боюсь. Если у вас есть бункер, чего бояться? И вы успели на него набраться, и там запас будет 3 месяца. Что думает Димура об Агаларове? Какому из? Без понятия. Их много. И я без понятия. Ну, в общем, о каком-то Агаларове. Да. Не знаком лично. Да, друзья, всем большое спасибо за то, что сегодня побывали на нашем стриме. Степан Геннадьевич, спасибо большое за то, что, как всегда, Спасибо. серьезным, главным, ну вот как бы так, доступно, давайте так, доступно с вами пообщались. Благодарю вас. Спасибо вам, что пригласили. Друзья, подпишитесь на Тимуру, телеграм-канал, его телеграм-канал в описании к этому видео. Если не подписаны на канал на ютубе Александр Шелест, ну, елки-палки, пора подписаться. Половина смотрит без подписки. Давайте поднажмем. Поставьте лайк, не забудьте. И, конечно, увидимся в следующий четверг со Степаном Геннадьевичем. И следите за новыми выпусками. Всем добра и света, и доброго вечера. Удачи.